Разовьем идеи предыдущего видео, когда исследуемый раствор содержит только один компонент окислительно-восстановительной пары. Предположим, что в объеме раствора находится только вещество А, то есть концентрация вещества В равна нулю. Плотность потока вещества А будет определяться разностью между поверхностной и объемной концентрацией с учетом коэффициента диффузии и толщины диффузионного слоя. Для этого процесса величины плотностей токов А и Б должны быть равны. Коэффициенты диффузии и толщины диффузионного слоя двух частиц тоже равны. Давайте теперь рассмотрим два предельных случая электрохимической обратимости и необратимости. Итак, первый случай. Электрохимически необратимый перенос электрона. Одно из уравнений для плотности потока на электроде получается из рассмотрения скорости переноса электронов, которая определяется кинетикой Батлера-Фоллмера для необратимого процесса. Давайте перепишем уравнение для потока, исключив неизвестную концентрацию. При достаточно отрицательных потенциалах экспоненциальные члены приближаются к нулю, а плотность потока на электроде приближается к своему предельному значению масса переноса. Толщину диффузионного слоя также можно исключить, если предположить, что эта величина не зависит от потенциала. Общий ток связан с потенциалом потока интегралом по поверхности электродов. Для равномерно доступного электрода соотношение между током и плотностью потока упрощается. Теперь, после подстановки и преобразований, мы получили уравнение, в котором появляется предельный ток масса переноса. Правая часть уравнения представляет собой положительную безразмерную постоянную, которая не зависит от потенциала. Следовательно, когда обратным процессом переноса электронов можно пренебречь, и график зависимости будет представлять собой прямую линию с градиентом единица, деленная на альфа. Второй случай, который мы рассмотрим, это электрохимически обратимый перенос электрона. Для обратимого переноса электронов выражение Батлера-Фоллмера для плотности потока на электроде должен содержать параметры как для анодных, так и для катодных процессов. Можно исключить неизвестное значение поверхностных концентраций из уравнения. Дальше упростить это уравнение можно, если предположить, что происходит быстрый перенос электронов, а величину концентрации заменить выражением для массы переноса предельной плотности потока. Сделав все эти допущения, мы получаем довольно простое выражение для тока к равнодоступному электроду. Следовательно, для достаточно быстрого обратимого переноса электрона график зависимости в соответствующих координатах будет представлять собой прямую линию с наклоном, равным единице. Эти два рассмотренных случая строго применимы только для простой электрохимической реакции. Однако в экспериментальной практике часто встречаются реакции с другой стихиометрией. В этих случаях уравнения будут модифицированы. Рассмотрим это более детально. Допустим, на поверхности равномерно доступного электрода протекает обратимая окислительно-восстановительная реакция. Вот эти коэффициенты m и n – это целые числа. Это уравнение подходит для всех возможных стихиометрий электродных процессов. Давайте применим уравнение Нернста. Под величиной θ подразумевается следующее выражение. Здесь Е нулевой формальный потенциал, ну а остальные величины стандартные. Вот эти две величины – это поверхностная концентрация реагирующих частиц. А вот это концентрация для стандартных термодинамических состояний. Что означает плюс и минус под экспонентой? Плюс соответствует процессу восстановления, а минус – процессу окисления. Предположим, что ось Х направлена по нормали к поверхности электрода. И запишем выражение для закона сохранения потока на поверхности электрода. В стационарных условиях массоперенос частиц происходит в диффузионном слое с определенной толщиной, примыкающим к поверхности электрода. Предположим, что исходно в объеме раствора находились исключительно частицы А. И теперь можно рассчитать ток, протекающий по поверхности электрода. Обратите внимание, что здесь учитывается площадь электрода. Аналогично можно получить выражение для предельного тока. Теперь давайте объединим эти уравнения. Найдем отсюда ток. И в конечном итоге получаем финальный результат.
Это уравнение позволяет при любой стихиометрии получить линейный график зависимости левой части уравнения от θ. Наклон полученной линии будет равен единице, деленной на коэффициент m, а точка пересечения зависит от соотношения стихиометрических коэффициентов реагентов и коэффициентов диффузии, а также от объемной концентрации вещества А. Так, теперь давайте рассмотрим, как это будет выглядеть на вольтамперограмме. Пусть у нас есть 3 различных реакции с разными стихиометрическими коэффициентами. Коэффициенты диффузии составляют 10 в степени минус 5 квадратных сантиметров на секунду, а объемная концентрация вещества А составляет 1 моль в литре. И вот как будут выглядеть вольтамперограммы для этих реакций. Видите, различие в стихиометрии приводит к разной кривизне вольтамперограмм. В координатах тафеля это будет выглядеть нагляднее. Для каждой кривой отличается наклон кривой, равен стихиометрическому коэффициенту m, и отсекаемые отрезки согласуются с полученным уравнением.